привет, с вами я, ваш покорный владелец рабов ноунейм Свати Талантов. И сегодня я вам расскажу о кое-ком складе. И нет, не о том, как я вчера розовую под столиком выбил. И речь сегодня пойдет о парне безликой, потому что у нее, оказывается, есть парень. И это, если честно, удивительно, потому что я видел, что у нее в жопе 10 Team Fortress. И ее парня зовут Крис. Познакомьтесь, вот этому чубрику 16-17 лет. И он парень безликой в РЛ. Снимает он такой же контент по Гачу и Робоксу, как и она. И казалось, это самая талантливая пара в ноунейм свадьбе 2025 года. Давайте женить! Но нет, как вы знаете, безликой 13 лет. И я честно об этом не знал, когда я ее ел. И Крис, если честно, в своих видео на психологическом уровне хочет, скажем так, поиметь безликую. И сегодня я вам докажу это. Потому что на психологическом уровне он в своих видосах показывает, что он с безликой только для того, чтобы коготливо затащить ее в темный райончик Турции. И... О да, доза. Ладно, продолжаем смотреть дерьмо. У вас сейчас, наверное, возник вполне логичный вопрос. Наверное, немножко яичный вопрос. Что это было и что это за два дебила на фоне рядом с Безликой и Крисом? Я думаю, мне стоит ответить, кто это такие. Но не на черном фоне. На белом фоне. Ну и казалось бы, что с этой безяичной? Однако есть одна маленькая проблема. У Гачелайферши, оказывается, прикиньте, в голове не только то, как нарисовать большие сиськи и выявить своего любимого. Не, оказывается, это еще и творчество. Поэтому они разбивают своих персонажей на две категории. Одна это обычные, а другая это безяичная дура. Не, серьезно, она без яиц. И вопрос, какой в этом смысл, если ты тебя и так в видосах ассоциируешь с персонажем? Особенно, если твой персонаж не имеет какой-либо лора или суперсилы. Но кому не помню. В любом случае, типа, это обычно, это типа необычно. Я не знаю, кому не посрать, но она почему-то думает, что кому-то не посрать. У вас будет логичный вопрос. В каком смысле не делал? Вот он нарисовал себя. Хреново он нарисовал. Вот у него анимация. Он делал сам коллабы. И да, вот эти вот коллабы на вашем экране он сделал. Целых 6 штук. Однако вот это вот уже делала безликая на 100%. Нормальные коллабы это как у меня и Камиля. Вот видите, Камиля себя анимировала, я себя. То есть 50 на 50, 40 на 60. Но этот крендель даже не попытался. Я почему-то готов очко поставить, что он даже не в курсе был коллаба с безликой. Мне кажется, он просто по рофу написал без яичной, то что го коллаб, и она сама все сделала. Этот ишак даже идеи ей не дал, жопу на это ставлю. Я считаю, что за этот тейк я могу в свой телеграм-канал выложить его док. Да, мне, возможно, стоило об этом сказать немножко раньше, но да, я вернулся. Но не с Твича, на Твиче я все еще стримлю. В любом случае, этим видосом я хочу показать то, что я начну чуть чаще, чем раз в 2 месяца делать видосы. А еще я скрыл некоторые видосы, потому что... Ну это... Ну серьезно, я не могу на вот эти видосы смотреть со спокойной душой. Однако я сохранил доступ по ссылке многим из них, поэтому вы все еще можете их пересмотреть. Пожалуйста, не надо. Я понимаю, что этот видос далеко не самый лучший, но он скорее экспериментальный, чтобы вы поняли. Все, что я могу вам сказать, это подписаться на мой телеграм-канал и на Twitch. Потому что на Твиче я стримлю почти каждый день, а в телеграм-канале я буквально записывал кружки, как записывать эти сценки. К слову, пока мимо меня проходили прохожие, я чуть со стыда раз 20 не сгорел. По 3000 Цельсия.